приехал новый кулер. Называется Тибар. Вот такая вот штука, на котором можно заваривать и чай, и, как видимо, и кофе, короче, греть воду, все такое. Это очень легкая конструкция. Я даже отправила курьера дальше по делам и сама его занесла. Очень легкий. Но несмотря на эту легкость со своими ногтями, я не могу достать, там нет специальных устройств, за которые можно было бы его поддеть. Я сейчас буду пытаться по-другому. Оказывается, все просто. Опа! Вуаля. Короче, вот такой вот шкаф. Чик-чик. Заварничек. Ну вот, получилось достаточно неплохое устройство. Вот этот чайник, правда, будет скользить реально очень сильно по поверхности. С ним нужно будет очень осторожно. Я думала, что там есть какое-то углубление, в которое его можно зафиксировать. Но нет, вот это, конечно, очень опасная тема. Думаю, что он разобьется в ближайшие сразу там несколько, не знаю, ну хотя бы неделю бы продержался несколько. Короче, вот сюда вставляется бутыль. Специальный насос. Вечером только привезут воду, и вечером я буду уже ее тестировать на то, как это будет все работать. Я читала отзывы, что иногда комплектация неполная, вот эти трубки не поставляют, из-за этого, соответственно, никак нельзя этот кулер использовать, вот в этом сложность. Где-то должна быть инструкция, как это все включать, но включать я пока не могу, потому что это все требует времени. Воды, чтобы протестировать, то нужна вода. Ну, в общем, по итогу, вот этот чайник, как должно быть, я не знаю, он должен греть воду. Но сперва, чтобы ее греть, нужно ее, конечно же, набрать. И вот этим вот специальной вот этой вот штукой, здесь просто заблокировано, я сейчас разблокирую. Это чтобы сразу не упал. Должна быть инструкция, конечно, но мы же русские люди, понимаете? Мы же прежде чем, инструкцию прочитать, мы будем тыкать во все подряд отверстия. Короче, что-то не вставляется. Или вставляется. Кажется, вставилась. Ну ладно. В общем, из этого крана будет поступать вода. Здесь стоят два чайника. Один. То есть его, вот этот краник, можно поворачивать. Наливаешь сюда водичку, и она с пульта будет греться. Ну или не с пульта, или можно вот здесь на панели. А рядом стоит вот этот вот заварник, очень хрупкий, на ненадежной такой поверхности. Значит, и в него можно заваривать чай. Но я не очень люблю чай, я больше кофе люблю. И мне кажется, что если я вот сюда поставлю такое маленькое сито, чтобы оно не, то есть чтобы осадок в кофе не оставался, если я поменяю просто этот фильтр на другой или сделаю еще один дополнительный, хоть он и небольшой, этот чайник, ну сколько в нем там, да, литр может быть, лучше будет его использовать для кофе.
Кофе я люблю больше, и, соответственно, если этот кофе крепко заваривать, то его можно будет просто, опять же, разбавлять кипятком, ну и типа получится фильтр разбавленный, это типа как американо с молоком, короче, вот вроде типа того. Но, в принципе, опять же, это же все легко моется, и все, и, пожалуйста, можете заваривать чай. И суть в том, что вот эта платформа, она всегда греется. То есть, если этот чайник можно набрать, например, как я планирую делать, набрать просто комнатой температуры воды, и, соответственно, ой, господи, все. И, соответственно, этот чайник будет стоять просто с комнатой температуры воды, чтобы даже если мой клиент пришел и не хочет крутить вот эту крутилку, и тем более здесь стоит вот этот вот опасный стеклянный чайник, они просто его возьмут, нальют себе в стаканчик и замечательно попьют воды. Вот. А если мы уже захотим вскипятить чай, то, соответственно, здесь на кнопках все включается и греется. Но в целом, вот эта штуковина тоже крутится, и здесь есть место, чтобы поставить стаканчик. Просто мне кажется, что это неудобно, если честно. Вот это слишком маленькое здесь место, чтобы затолкать сюда руку и сделать, короче, воды стакан набрать. А эта платформа может греться постоянно. Здесь настраивается подогрев, и она может хоть целый день у вас стоять и греть ваш там чай, кофе, все что угодно. И вот этот вот еще один, вот инструкция. А это никакой не холодильник. Очень многие сетуют на то, что это не холодильник, хотя, по-моему, он здесь совершенно не нужен. Что вы будете охлаждать? Ну, типа молоко, сливки, они все равно стоят там плюс-минус один день при комнатной температуре. Вот день использовали и выбросили, как бы, понятное дело. Охлаждать-то нечего. Что охлаждать? Чай, сахар охлаждать. То есть мне кажется, что здесь наоборот как раз-таки очень удобно, что вы сюда поставили все, что вам необходимо. Например, там какой-то сахарок, какие-то заварочные пакетики. Я планирую, опять же, заварочные пакетики, потому что я хочу здесь заваривать кофе. Вот. И, собственно, пожалуйста, вот вам шкафчик. Вы там можете что-то хранить, то, что вот к чаю, например, там вам необходимо. Так, а вот это наша любимая вещь. Силикагель, кстати, кто не знает, да, вот клей, кто хранит, вот, пожалуйста, это очень клевая штука, которая как раз-таки позволяет клею не полимеризоваться в упаковке по мере того, как вы его используете. То есть это не продляет, конечно, срок годности, но наверняка вы все видели вот этот белый налет, да, на упаковках с клеем, поэтому можно посмотреть даже про клей ролик. Там как раз-таки про хранение, и там вот про этот силикагель очень хорошо я рассказала, что он впитывает влагу. Вот такие пакетики обязательно должны быть в каждой упаковке с клеем. Так, это какие-то там гарантии. Это, кстати, один из самых простых кулеров, тибаров. Есть какие-то вообще супер навороченные. Они очень не отличаются по цене. Например, вот этот я купила на скидке, там типа 12 тысяч. И то для меня стало основным решением то, что цвет мне подходит. Потому что у меня будет, короче, ковер еще на полу вот такого же красно-бордового цвета. И, ну, типа, я его выбрала просто по цвету, потому что были белые, там какие-то черные. А вот этот, он такой был один, поэтому прикольно. Они не отличаются совершенно, несмотря на то, что здесь вот эти вот кнопки, они сенсорные, там есть, то есть есть, а здесь нет пульта, вот в чем проблема. Блин. Получается, что отличаются. Те были, короче, были еще с пультами, что ты можешь на расстоянии включить чайник. Ну, в принципе, я не вижу никакой проблемы встать и включить этот чайник, ничего страшного. Вот, значит, вот этими всеми кнопками можно пользоваться. Есть с пультами и есть с сенсорным табло, где показывает, какая у вас температура. Опять же, вот этот максимально самый такой простой вариант. И по цене он не сильно отличается. То есть вот этот стоит на скидке, короче, 13 тысяч. Есть такие же за 13, за 14, за 15. То есть там разница буквально 2000. Но они с какими-то супер наворотами, какими-то прикольными. Но
Опять же, для меня вот стал цвет основным параметром выбора. И, в принципе, я вообще не уверена, что эта вещь будет хорошо работать, но если она будет хорошо работать, тогда вообще супер, тогда реально я буду рекомендовать такую вещь, она, значит, получится, что она гораздо выгоднее, чем обыкновенный кулер, потому что простой кулер, типа, куда ты тыкаешь этим стаканчиком, он стоит, сколько там, 7-8 тысяч рублей, самый простой, самый без наворотов, без всего обыкновенный. И мне показалось, что если уж такая разница в цене, там, в 3-4 тысячи, то лучше попробовать какую-то вот такую новую штуку, и, возможно, она будет классная. В общем, придет сегодня вода, я всю эту воду вставлю, сейчас все-таки изучу я инструкцию и попробую посмотреть, что там пишут, как это все подключать. Короче, это очень максимально простая вещь. Главное, что здесь, это обслуживание. Вот если это все крякнет, то как это все чинить, короче, мы еще не знаем. И мне кажется, что если это просто кнопка ля-ля-ля, типа самый простой вариант, его проще починить. Чем больше наворотов, тем сложнее будет починить вещь. Но, в принципе, даже если как бы она сломается в скором времени, там есть какая-то гарантия минимальная. И всегда можно заменить на обычный кулер. Но вообще здесь есть даже диагностика неисправности, то есть в принципе есть здесь описаны какие-то проблемы, которые могут возникать, как, например, аппарат не включается, угадайте, что это сделать, проверьте розетку. Ну, короче, вот такого вот рода, типа, насос не качает воду, то есть здесь, в принципе, подсказки некоторые, они есть. Очень часто, кстати, такое бывает, что мы что-то пытаемся сделать, пытаемся, а делаем неправильно, а на самом деле все очень просто, нужно вот просто прочитать одно предложение, и действительно, большинство проблем, оно решается просто за секунду, типа, ты просто не на ту кнопку нажал, не с той силой додавил, и, типа, если это сделать, то ничего разваливаться не будет, поэтому вот обязательно, конечно, к прочтению такие инструкции, то, чего не каждый любит делать, но вот, как выясняется, надо этим заниматься. Скоро снять пленку. Есть. Поместите трубку сифона в бутыль. Это трубка сифона. Уберите бутыль. Уберите внутрь шкафчика Так, готово. Очень легко вставляется эта трубка, ее буквально нужно просто поставить в бутылку. Сказано, что загорится кнопка, она загорелась реально. Сзади есть устройство, чтобы его включить. Теперь нужно разобраться с этой панелью. Значит, 2 раза нажали мы кнопку, и все загорелось. Это хороший знак, говорят, что так и должно быть. Не работает. Трубка установлена неверно, вода не идет. Так, ну здесь-то все правильно. Что-то здесь у меня не так. Я думаю, что она не должна реально вот так болтаться, значит, что я сделала неправильно. Сейчас попробуем. Так. Эти устройства, блин.
Как установить кран? Установите входящий в комплект поставки кран подачи воды в резьбовое соединение верхней панели и аппарата и плотно закрутите его. Так. Ой. Так, а ничего не работает? Вода-то не идет. Как его плотно закрутить-то, твою мать? Ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я тупая, блядь, я просто надо крутить, а не давить. Ну это тоже, знаете ли, нелегкая задача. Крутить. Вот вы сами крутите. Да, встала. Дубль 2. Начинаем. Какая-то загвоздка идет. Все. Работает. Короче, очень простая установка. На самом деле во всех этих штуках очень реально просто все сделать. Просто иногда надо прочитать инструкцию. И моя проблема, почему не текла вода, нужно было просто очень плотно вставить вот эту трубку, и вот, как видите, все пошло. Я читала, что очень сложно в управлении, но это вообще не так, потому что включается вода буквально нажатием вот одной кнопки 2 раза. Вот смотрите. Вот она уже идет. Этот чайник стоит на панели. Соответственно, мы можем его открыть, и этот кран поворачивается в другую сторону. Класс. Один раз надо нажать, чтобы отключить, 2 раза, чтобы включить. Теперь подогрев. Еще проще. Подогрев вообще просто. Вы нажимаете 1 раз кнопку подогрев. Смотрите. Вы нажимаете 1 раз кнопку подогрев. И он включается или выключается. То есть 2 функции. Либо вкл, либо выкл. Все очень просто. И здесь есть кнопка регулировки. То есть температура 75, 75, 60. Короче, до 100 градусов он может греть. Все. Не хотите, чтобы он грелся, вы нажали кнопочку. Хотите попить водички, налить куда-либо, нажимаете 2 раза двойное нажатие. Вода идет, 1 раз вода не идет. Все. 0 проблем. Теперь как разобраться с этим чайником? Нагрев. Включаем. Или выключаем. Двойное нажатие это полностью отключает панель вообще от работы. Получается, что нагрев этого чайника всего лишь одной кнопкой осуществляется. Здесь можете включать этот чайник, можете не включать. Вообще это очень легкое управление. Он начал греться. Сколько вот он будет закипать, я не знаю. Минимум 40 градусов, максимум 100. Эта панель реально греется. Вот нужно быть с ней очень осторожной, потому что я сейчас коснулась и выжглась. Вот. Но они, я так поняла, они вдвоем греться не могут. Нет, могут. Они могут вдвоем даже греться. То есть вы можете настроить этот чайник, настроить этот чайник. Все. Да, реально они греются оба. То есть этот постепенно нагревается. Сейчас здесь будет вода поддерживать температуру, которую мы здесь указали. А этот, слышите, начинает кипеть. Вот он уже закипает.
нам отключил. Этот чайник не издает много звуков, то есть обыкновенный бытовой чайник гораздо шумнее, нежели вот этот. То есть, несмотря на то, что там небольшой, но здесь достаточно большой, здесь где-то половина воды, он вообще не издавал никакого шума и совершенно нормально закипел. Опять же, подача воды блокируется, когда нет вот этого чайника. То есть вы спокойно можете пользоваться, убрав, например, заварник и отключив, конечно же, предварительно нагретую вот эту часть. Таким образом, вот этот чайник не обязательно, чтобы он стоял. Если он вам, например, не нужен по какой-то причине, вы можете его просто снять, и без него прекрасно будет работать подача воды. Кстати, хотела сказать по поводу запаха. Это не очень дорогой аппарат, и он не очень какой-то крутой. Так вот, интересно то, что в нем совершенно нет запаха какого-то неприятного и от пластика, и от, например, чайников. Они ничем не пахнут совершенно, они обыкновенные. Понятное дело, что его нужно вымыть и все такое, но в целом он вообще не издает никакого неприятного запаха. И даже при нагревании, ну, вообще ни на грамм ничего не изменилось. Это вообще очень приятная вещь. Обычно чайники пахнут, этот пластик плавится, какая-то вонь начинается, они плюс шумные. Короче, вот этот аппарат реально прикольный. Так как чаще всего пьют просто воду, например, так вот эта простая обыкновенная вода, ее гораздо удобнее использовать в этом чайнике. Типа подошли со стаканчиком, налили из чайника водички и попили. А если уже хочется там погреть, это никакая не проблема. Я думаю, что эта вещь очень классная. Я не знаю, сколько она будет служить времени и какие могут возникнуть с ней проблемы, но пока вот на этапе распаковки, на этапе установки, на этапе сборки вообще ноль проблем. Опять же, это все просто потому, что в новинку, и некоторые детали бывают сложно соединить между собой. Ну, в смысле, вот я не знала, например, что нужно эту штуку вкручивать, и она почему-то болталась, и я не сразу допедрила, как ее сюда вкрутить. Но в самом деле вы делаете просто два действия. Это вставляете трубку в кулер, вставляете в нее шланг, крутите вот эту ручку, все, это вся сборка реально. Таким образом, конечно, я планирую отказаться от покупки кофе. Я уже пробовала, на самом деле, отказываться от покупки кофе, но это ни к чему меня хорошему не привело. Я покупала домой кофемашину, и у меня добавилось как? Я думала, что я куплю кофемашину и больше не буду ходить с этими стаканчиками, буду пить дома кофе, там уходить на работу, например, и, ну, как бы и все. Но все изменилось в другую сторону. Я, напротив, стала пить кофе и дома, и еще ходить, конечно, со своим стаканчиком. Но вот это, как бы от такого кофе вообще очень сложно отказаться. У меня прямо напротив работы есть вот эти кофейные Скуратов. Это просто самый лучший кофе, который я только пила. Вот есть такие компании, да, когда ты к ним приходишь, и у них вот все классно. И атмосфера, как они тебя встречают, как они тебя провожают. Конечно, какой они готовят кофе. Я пью вообще самый простой. Для меня мой любимый кофе — это должен быть самый крепкий кофе. Я пью его вот такими большими банками. И он должен быть максимально простой. Это просто черный кофе с молоком. Поэтому для меня, например, очень привлекательные варианты кофемашины не с какими-то там дозаторами, которые взбивают молоко. Вот, то есть вот обыкновенный фильтр кофе, который я, собственно, и пью, это супер. И немножко туда молочка добавить. От этих ребят я, конечно, не готова отказаться. И к ним я всегда захожу, даже вот просто так, даже если я уже дома выпила чашку кофе, все равно. И
я очень люблю Скуратов, это супер. И я планирую, да, у них также есть в продаже там разные зерна, там молотый кофе, такой. И я думаю, что я буду сюда покупать, потому что действительно очень это все вкусно. Это никакая не реклама, реально. Я просто сама его обожаю. И очень мало точек в Москве. Мне очень повезло, что вот прямо напротив моей работы уже чуть больше года они открылись назад. И я вот, зайдя туда однажды, я уже поняла, что никакие другие мне вообще не нужны. То есть, в принципе, прикольно, когда ты вышел из дома и с кофеечком идешь до там работы, например. Но я иду почти до самой работы, тут беру кофе и как бы просто там либо стою на улице, если есть время, либо поднимаюсь наверх. Поэтому Скуратов это просто любовь. Это самый вкусный кофе, реально. Я по возможности, ой, что-то так много про него говорю, но это реально, потому что классная вещь, я вообще рекомендую. Клиенты иногда спрашивают, где выпить хорошего кофе. Хотя кофеин, ну, как бы понятно, что центра очень много. Я рекомендую именно сюда, и все, кто туда заходил, все в восторге, реально. Ладно, хватит, Скуратов достаточно. В общем, короче, я рекомендую вот такую вот штуку для покупки. Реально, по сравнению с обыкновенным кулером, это гораздо удобнее, потому что он выполняет как будто бы несколько функций. Вы можете чай, кофе здесь заварить, а он будет у вас стоять нагретый постоянно. Я пришла, села там за компьютер, и вот с этим чайником вот я постоянно себе доливаю. И то же самое с чаем. Я думаю, что чай просто я куплю в пакетике и буду его, соответственно, этот нагретый чайник заливать, то есть подогрел, сколько тебе надо на одну кружку там для клиента чая, заварил ему чай, это очень быстро, а здесь у вас стоит кофе, и плюс вы можете налить просто воды. Короче, вещь супер, и я реально довольна этой покупкой. Я не знала, что она будет настолько прикольная, классная. Вообще, остается только то, чтобы она, конечно, служила подольше, но вот по сравнению с обыкновенным кулером, это, конечно, вообще супер.